Вітаю вас знову на своєму каналі и в саду під Киевом. Я Светлана. Часто на прогулках или просто по саду, когда мы смотрим что-то, я вам рассказываю, что я формирую свой можжевельник в форме ниваки. Вот эти два. И никогда не показывала, как я это делаю. Сегодня расскажу нюансы определенные про эти можжевельники. Расскажу, какие сорта можно выбрать, с чего начать, если вы решили это делать прямо сейчас. Можно прямо сейчас поехать купить маленький можжевельник и начать его формировку. Будет полезно и интересно. Ну а кому можжевельники не интересны, можно полюбоваться моими гортензиями. Они сейчас невероятно красивые. Идемте. Так, ну и первое, я вам хочу сказать, сейчас тут проберусь, что у меня два можжевельника. Это можжевельники Blue Alps. Почему Blue Alps? Пока я буду устанавливать экран, чтобы вам было что-то видно не на фоне растений, а на белом фоне. Я хочу сказать, что изначально я ехала в питомник, чтобы купить можжевельник Мэри, потому что я прочитала, посмотрела, что Мэри – это именно тот сорт, из которого чаще всего получаются красивые ниваки. Почему Мэри? Потому что можжевельник Мэри имеет, ну они очень похожи, я вам на этом покажу, быстро древесневеющий толстый ствол. У Мэри приросты ежегодные до 15-20 сантиметров. Высота самая подходящая 3-4 метра. Тут больше и не надо. И для ниваки. Сильно огромные ниваки для огромных садов, скажем так. У него сизо-голубой цвет у Мэри. И крона вот так вот ветви пирамидой перевернутой, узко направленной. Когда я приехала в питомник, объяснила, для чего мне нужен можжевельник, мне предложили вариант можжевельник Blue Alps. Внешне они очень похожи. Тоже очень колючие. Чешуйчатые можжевельники колючие. Имеют очень похожую структуру кроны. Похожи очень. Что у них еще одинакового? Ну, не знаю, насколько тут хорошо будет видно, но что-то вам будет видно. Прицепками прицепила. Вот так. У меня формировка его уже идет 3-й год. Так вот, из Blue Alps мы сформируем ниваки не за 5-10 лет, а на 3-й год уже видна форма, уже видно направление. И поэтому рекомендую все-таки Blue Alps. Если найдете. Если нет, покупайте Мэри. Можно из любого можжевельника формировать, но эти быстро растут, быстро древесневеют и хорошо держат самостоятельно форму. Сейчас они уже стоят у меня без опор. 3-й сезон. Так, про опоры. Как и что надо начинать делать. Так, ну немножко я тут попыталась натянуть лучше это агроволокно, чтобы было видно. Так, про опоры. Значит, после того, как мы купили в питомнике вот такой вот кустик, веточку, вот такой. У него мягкий молодой ствол. Мы его высадили. В контейнерах можно высаживать в любое время года. Сразу ставим опору. В питомниках используют бамбуковые палки. У меня старая малина засохшая, очень крепкие от малины палки. Или композитная арматура.
сильно много бамбуковых палок, не всем, скажем так, по карману. Значит, что мы делаем? Мы ставим опору, потому что вот такая мягкая веточка, она понятно, что завалится и форму нужную держать не будет. Как только мы высадили, поставили опору и наклонили ваш кустик, у неваки неровная форма, а видите, такой изогнутый ствол. Этот у меня одноствольный. Этот я вам покажу, имеет несколько стволов. Какой выбирать, решайте сами. Одноствольный будет более компактный в разные стороны. Видите, веточки. Многоствольный займет больше места. Так, поставили мы опору и наклонили свою маленькую такую веточку в ту сторону, где у вас пустота, где вы хотите закрыть формой неваки. Подвязали или кембриком, или пеньковой веревкой и забыли ровно на год. Все, больше ничего в первый год, никакой формировки делать не надо. Наступил следующий год, вы увидели, что ваш можжевельник встрепенулся, начал расти. Помимо, значит, одной опоры, которая у нас тут была, мы ставим в противоположную сторону вторую опору и изгибаем ствол к той опоре. Между собой фиксируете, ну, как я сказала, или бамбуковыми палками, или вот композитной арматурой. То есть вы к центральной закрепляете через такую арматурину и вот так вот располагаете ветви, в каком направлении вам надо. Этих перепонок таких надо много. В зависимости роста вы будете их добавлять. Вот показываю вам картинку в питомнике, как это выглядит. В таком виде на несколько лет оно будет фиксироваться. Вот эти свои веточки будете фиксировать в разных направлениях, которым вы придумали задавать, наклонять направление. Следующий немаловажный этап, на который я потратила довольно много времени, как же выбрать, какие ветви оставлять, а какие убирать. По мере роста мы по стволу убираем все вот такие мелкие, всю поросль. Оголяем сантиметров по 20, по 10, в зависимости от того, как наросла веточка. Если ветка наросла сильно, ограничиваем ее рост, обрезаем край и оголяем на ширину лапки, какая вам нужна. Допустим, тут она около 30 сантиметров. И по мере роста добавляем эти лапки, оголяя ствол и фиксируя по длине. Эта лапка обрастет, будет пушистенькая. Вот в таком состоянии вы ее оставляете. В этом году, допустим, раз, два, три. В следующем году нарастает ствол, вы изгибаете его 4-5. Следующий момент. По количеству лапок, по направлению вы поняли. Сейчас расскажу, какие же лапки желательно оставлять у можжевельника, а какие убирать, чтобы не ошибиться по мере изгибания ствола. Так, и так, сняла со штатива, чтобы ближе вам показать. Смотрите, я буквально позавчера поубирала все опоры, потому что мне во все стороны уже она не надо на распорках. Как же нам определить, какие ветви оставлять? Потому что очень много. Вот такую поросль мы всю везде срезаем. Со всех веточек, со всего ствола. Ствол, видите, очень быстро древесневеет, такой толстенький становится. И мы его с вами изгибаем в эту сторону, в эту. Или можно вообще в одну сторону волной взять. Вот так как-то закрепить, оттянуть. Я брала большую палку, в одну сторону оттягивала, а в эту сторону закрепляла к опоре от гортензии. Металлическая труба там у меня. И к ней оттягивала. Вот.
такой нюанс. Когда уже дорастет до определенной высоты, вот это третий год формировки. Можно взять очень плотную проволоку, вот она у меня. Она очень плохо гнется, но гнется. Низ фиксируем в том месте, где у вас одревесневевший толстый ствол. Изгибаем, как вам надо. И направляем. То есть мы гнем вот эту проволоку. Она с трудом гнется, но это как раз то, что нам надо. Чтобы она держала уже нашу макушечку. Я хочу ее еще. Еще хочу на метр вверх, но она, видите, какая тоненькая, когда нарастает. К стволу фиксируется обычной изолентой. Вот так он сильно обросший. Самые верхние вот эти веточки я пока трогать не буду. Я посмотрю, какие в какую сторону, как нарастают. И тогда уже буду определяться, какую мы будем оставлять, какую вырезать. Так вот, хотела про направление сказать. По мере изгиба ствола, видите, изогнулся в эту сторону, потом немножко в эту. Какую ветвь надо оставлять? Оставляем в шахматном порядке по мере изгиба. То есть, если направление ствола в эту сторону, оставляем веточку в эту сторону. Если у вас идет изгиб выше в эту сторону, значит основную ветку в эту же сторону. Куда изгиб, туда оставляем и формирующую ветку будущей лапки. Вот тут видно, видите, изгиб. Изгиб идет по дуге в эту сторону и лапка в эту же сторону. Шаг между вот этими веточками делайте сантиметров 5-10 и на всякий случай оставляйте запасные в разные стороны. Лишние потом вы срежете. Видите, как это сюда по мере изгиба. Это наружу. Вот такие они обросшие, а потом мы постепенно у них будем удалять вот эти нарастающие. Пока я не буду, потому что я сильно много хвои убрала несколько дней назад. Больше 30% за один раз удалять не стоит. Вот видите, много поросли прямо по стволу. Вот это все надо вырезать, удалять. Это у меня одноствольный Blue Alps. Смотрите, какая толщина ствола за 3 года. А вот это многоствольный. Тут у меня уже нету агроволокна. Не очень видно. Но вот несколько стволов в разные стороны. Этот формирован меньше, потому что он был такой лохматый, что я даже не могла определить, что же мне у него вырезать, что оставлять. Наклоняла я его, фиксировала вот к этой сливе писарди, к этой трубе. То есть брала и вот этот основной ствол прямо вот так оттягивала. И в таком виде он у меня год был. Потом немножко повернулся, я поняла, какие ветви, куда я хочу перенаправить. Сегодня наклоню вот эту немножко вниз. Но смотрите тоже, когда вы будете распределять ветви, они же отдревесневеют, и потом их перенаправить уже будет невозможно. Смотрите, близ лежащие растения. Вот у меня, допустим, тут пирамидалис ауреа растет. Это будет довольно большая туя. Вот они, взрослые, ярко-салатовые, такие красивые. Это будет тоже достаточно большая, поэтому свой Blue Alps я отклонила между писарди и между... Их я уже не буду пересаживать, это точно. И буду выводить вот сюда вверх, чтобы пройти можно было. И на пустое расстояние. Вот так наклонена центральная ветка. Я сюда тоже буду такую же проволоку прочную, чтобы вершина у меня росла в строго заданном направлении.
Тут я повырезала не сильно еще много, поэтому он такой более лохматый, непонятный. И мне даже нравится, что у него несколько вершин, вот таких ветвей. Хочу сказать, что действительно он растет быстрее Мэри. Я смотрела 3-летние кусты Мэри в питомнике. Они, наверное, в половину меньше по росту. Можжевельник колючий, но такой неприхотливый, скажу я вам. Растут они у меня тут без полива. Но обработки, как все хвойные, удобрять не удобряю. Ну, вот такие нюансы, которые хотела рассказать. Кажется, что тут очень много веток во все стороны, но нижние я немножко уберу, где-то месяца через 2. И наклоню вот сюда, между вот этих 2 гортензий. Задам направление. Еще годик, и будет видно. Проволоку выбирайте, которую будете гнуть, подлиннее. Вот тут у меня коротковатая, где-то сантиметров 70 всего. Ниже вот этот край надо было опустить сюда ниже, зафиксировать и загнуть, как у меня там есть. Я, может быть, переделаю. Ну что, думаю, мои советы хоть немного вас направили, с чего надо начинать формировку неваки. Изгибайте ствол не сильно, потому что если сильно горизонтально его пустить, он может завалиться. И вот такая красота, которая в питомнике стоит сумму с 5-6 нулями, можно сделать своими руками. Задавайте вопросы по неваке. Я что знаю, буду вам отвечать. Ну что, кому было интересно про неваки, посмотрели. А кому интересно, покажу вон на заднем плане Фрейс Мельба. Просто шикарная сейчас. Вот такая уже рубиновая, красивая, особенно на фоне Хупси. Лаймлайт лаймовый, немножко с розовинкой. Ну, у нас сегодня не про гортензии, а про можжевельники, неваки. Всего хорошего. До встречи в моем саду совсем скоро.